Чипсики, сухарики, газировочка, сладости, короче, все, о чем мы с вами базарили до этого, это, конечно, вкусно, но за все хорошее приходится платить здоровьем. Как же хорошо, что рекламу таблеток от изжоги и диареи, клиник по очищению желудка и чудодейственных средств для похудения крутит по телеку в одних и тех же блоках, что и рекламу вредного хавчика. Можно ли потерять лишний вес без изнуряющих диет и сомнительных таблеток? Доктор Крыласов, 20 лет успешно использующий методику 25-го кадра при лечении алкоголизма, наркомании и табакокурения, теперь помогает и людям, страдающим лишним весом. Что это за хуйня? Человеческий глаз воспринимает только 24 кадра в секунду. Если в видеоряд вмонтировать 25-й кадр с определенной информацией, он без всякого вреда оказывает сильнейшее воздействие на подсознание. Итак, что мы знаем о 25-м кадре? Его выдуманный психологический эффект был опровергнут в США еще в 1958 году. Но это Россия 90-х, и тогда этот бред на полном серьезе впаривали через средства массовой информации. Сейчас все его слова звучат особенно смешно, ведь на том же Ютубе стали нормой ролики с аж 60 кадрами в секунду. Человеческий глаз воспринимает только 24 кадра в секунду. Если человеческий глаз воспринимает только 24, то в такие видосы можно спокойно вставить целых 36 25-х кадров. 36 25-х кадров в секунду. Вы прикиньте, с какой очумелой скоростью можно худеть. Вы просто смотрите телевизор и через некоторое время теряете лишние килограммы. Между прочим, файл с этим рекламным роликом имеет формат 25 кадров в секунду. Наверняка доктор Крыласов и здесь спрятал пару-тройку 25-х кадров. Так что не удивляйтесь, если после просмотра окажетесь на грани анорексии. Это фантастика. Я ходила к доктору в клинику и просто смотрела интересные фильмы. И похудела на целых 3 размера. Ни таблетки, ни диеты, ни далее третий эффект. Так, ладно, давайте сделаем вид, что эта методика и правда работает. Но у меня там возникает другой вопрос. Как именно должны уйти лишние килограммы? Ну, то есть сидишь такой, уплетаешь бутербродики с чайком под видосик, и тут бам! Резко появляются рвотные порывы. Но тогда зачем нам доктор Крыласов? У нас и тренды Ютуба с этим справляются. Дискомфорт и диарея одолели всю семью. Принимайте срочно меры. Пусть симптомы пропадут. А вот на первый взгляд ничем не примечательная реклама известного средства от диареи в виде мультика, да еще и на канале Дважды Два. Наткнувшись на такое в эфире, это вполне можно спутать с блоком Adult Swim. Это семья Смекалкиных, и помимо парочки роликов про них есть целая серия веб-комиксов, каждый из которых также строится по одной и той же схеме. Семейство отправляется куда-нибудь на отдых, и каждый гребаный раз они все вместе там к чертям травятся, после чего дружно бегут дрестать. Казалось бы, после 2-3 раз у Смекалкиных должна развиться смекалочка, и они должны перестать обжираться и класть в рот, что попало. Но этого не происходит. Их приключения — это бесконечное повторение одного и того же безумного сценария. Их жизнь обречена на вечные муки, только чтобы прорекламировать средства от поноса. У Смекта еще с 90-х была довольно странная реклама. Между строк здесь снова идет рассказ о целой семье, твердо подсевшей на Смекту, без которой уже просто невозможно жить. И судя по этому кухонному шкафчику, семья уже полностью отказалась от какой-либо другой еды, кроме порошка Смекты, разбавленного водой. Вероятно, все дело в страхе опять съесть что-нибудь не то и отравиться. Даже младенцу под видом молока скармливают эту пресловутую Смекту. А, кстати, было бы неплохо, если бы в Starbucks вместо молока сразу Смекту намешивали. В чем же секрет этого белого порошка, вызывающего столь сильное привыкание? Загадка. Я принимаю Смекту. Ах, этот удивительный мир старой наивной рекламы. Вроде бы классическое застолье, бабуля наготовила вкуснятины, но вместо того, чтобы передавать друг другу салатики, гости уже заранее приготовили побольше мизима. За столом собрались прям ярые фанаты этих таблеток. Я уверен, что у них есть вся коллекция мизимовского мерча, потому что у них даже музыкальный центр от бренда Мизим, на котором, очевидно, они врубают на полную лимитированный CD с подборкой лучших мизимовских саундтреков и пускаются оттоптывать мизимовские танцы. Вся эта реклама из прошлого такая чудная, но почему-то такая родная и ламповая. Вернуть бы ее традиции в современность. Болит голова, крутит живот, течет нос, на помощь придут лекарства от простуды. Новый тариф «Включайся» от Мегафона не является лекарственным средством и не предназначен для приема внутрь. Мегафон — это единственный мобильный оператор, который дает кэшбэк за связь и роуминг. Каждый месяц тебе возвращается целых 20% при использовании новых тарифов «Включайся» с абонентской платы и услуг в международном роуминге. Вы знаете, кэшбэк переводится с английского языка как «деньги назад», и это просто чудодейственный феномен. Деньги действительно возвращаются
возвращаются к вам назад вне зависимости от того, есть у вас лишний вес или нет, или болит у вас живот или нет. Это просто фантастика. Можно копить и тратить в салонах Мегафона, покупать телефоны, зарядки, наушники и прочий став, а также спускать в онлайне на подписки на музыку, фильмы и книги в личном кабинете Мегафона. Тариф «Включайся» отпускается без рецепта, потому что, повторимся, он не является лекарственным средством. Это крутой мобильный тариф со встроенным кэшбэком. Что делать, если мучает геморрой? Используйте мазь Безорнил. Безорнил – эффективная мазь от геморроя. Тут либо позвали на озвучку кого-то из тусовки АСМР, либо записывали все по-тихому, чтобы не спалиться перед мемкой. Вообще, как ни странно, если оставить в рекламе одни только вздохи, она становится намного удачнее. Шедевр. Но не такой шедевр, как это. Проктонис. Кто знает, тот понимает. И этот старичок очень страстно любит свои таблетки. Настолько, что у него припасен целый сборник золотых цитат о борьбе с геморроем. Без всякого очковтирательства. Сугубо личная жизнь без трещин. Приятный вечер. Без свечей. Сядут все. Тут стоит отдать должное. Придумать столько вариаций реплик на столь деликатную тему наверняка было довольно геморно. Неудивительно, что реклама Проктониса пользуется популярностью среди русских пуперов, а теперь еще и среди аниматоров, которые зафигачили целый анимационный коллаб по Проктонису. И это будет покруче, чем «Смерть, любовь и роботы» от Netflix. Кто знает. Но, увы, анимация — это не всегда залог успеха. Молодой человек. Открывай, сука! Деликатная проблема. Запор должен сказать, что вам нужен дюфалак. Вот что он домотался до чела за дверью? У него там и так непростая ситуация. Или это такой новый метод агрессивных продаж? Здравствуйте, меня зовут Максим из компании Reflame. Дюфалак поможет вам, вашей жене, вашим детям и даже вашей теще. Я очень сомневаюсь, что в эту кабинку влезут и жена, и дети, и тещи, если это, конечно, не семейство Смекалкиных. Вот это был бы кроссовер. Но вообще за всю рекламу никакого голоса в ответ так и не раздается. Следовательно, кабинка в принципе пустая. Мужик, ты явно перебрал с дюфалаком. Эй, ты что, простудился? Температура? Голова раскалывается? Насморк? Ты что, сука, блядь, а? Я не понял, блядь. Ладно, в предыдущем ролике чувак хотя бы в дверь стучал, а этот прям через экран телека такой: чё, башка болит, да, сука? Не нравится шум? Колдакт Флю Плюс, твой друг при простуде. Ну уж нахер таких друзей. Лютый кашель, облако дыма, психоделические видения и гигантский лист чего бы там ни было. А, все нормально, это сироп на основе листьев плюща. То-то их так плющит. Давайте-ка вернемся к рекламе с живыми людьми. Здравствуйте, уважаемые телезрители. То, что вы сейчас увидите, это просто революция. Совершила! Для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, иметь стройную фигуру и прекрасное здоровье, я представляю новую программу «Минус-1». Что означает «минус-1»? «Минус-1» — это «минус-1». Простите. Если вам интересно, какая у меня ассоциация с «Минус-1», то «Минус-1» — это тульская эмо-панк-группа. «Минус-1» — это -1 килограмм в день. Именно столько вы будете терять, когда примете участие в этой программе. За 15 дней, проведенных в нашей клинике амбулаторно или стационарно, наши пациенты проходят курс, от которого просто невозможно не похудеть, начиная с первого дня. 15 дней в заперти с мужиком, похожим на Дмитрия Маликова. Как на такое вообще можно не клюнуть? Мы подвергаем лишний вес такой атаке, которую не выдерживает и отступает по килограмму в день. После курса «Минус-1» наши пациенты выходят заново родившимися. Сначала было немножко тяжело, но потом все пошло как по маслу. Это, наверное, как в центре подготовки космонавтов.
Вот это сравнение. Ну, тогда можно еще дальше пойти и вообще сказать что-то в духе: если вовремя не отказаться от программы -1 и продолжать терять по килограмму в день, то в итоге можно оказаться в состоянии невесомости. Внимание, уникальное предложение. То, что вы сейчас увидите, поможет вам в корне изменить свою жизнь, значительно улучшить здоровье и омолодить весь организм. Знаете ли вы, что самая страшная угроза здоровью – это шлаки, которые мы носим в себе? И неважно, занимаемся ли мы спортом, едим ли нормальную пищу, принимаем ли прописанные врачом лекарства. Мы все равно однажды умрем. Уф, ну конечно, шлаки. Очередная псевдонаучная фигня, подумаете вы, но смотрите, белый халат, таблица Менделеева на фоне, доска с анатомическим разрезом. Это явно настоящий врач, нет причин не доверять. Человек, кишечник которого забит шлаками, как правило, имеет изжоги, избыток газов и неприятный запах изо рта. В целом, я готов смириться с неприятным запахом, если также смогу раздавать бесплатный Wi-Fi, просто открывая рот. Итак, если вас волнует ваше здоровье и продолжительность жизни, то первый этап на пути к успеху – это полное очищение кишечника. И в этом вам поможет уникальная комплексная очистительная программа Витадайн. Окей, я заинтересован. Где найти этот чудо-аппарат? Витадайн. Это все, что я смог найти. Точно оно? Тут написано, что это витамины для собак. Эффект от программы Витадайн практически моментальный. Во-первых, я похудела сразу же на несколько килограмм. Теперь я ем гораздо меньше, а сил и энергии у меня гораздо больше. Блин. Витадайн поможет вам в корне изменить свою жизнь, значительно улучшить здоровье и омолодить весь организм. В общем, сомнительные витамины, и наверняка скукоживание – это не единственная побочка. Выпадают волосы. С каким настроением начинается ваш день? Теряя волосы, вы обретаете проблемы. Да, выпадение волос – это, пожалуй, еще самое безобидное, что может с вами произойти после всех упомянутых диет и программ. Но не отчаивайтесь. Авторский метод канадских лабораторий Антек уже более 30 лет успешно помогает восстанавливать волосы мужчинам и женщинам по всему миру. Если вы живете в Москве, то теперь и вы можете пройти бесплатную диагностику и курс лечения в лаборатории Антек. Жители других регионов могут прислать по почте образцы своих волос для бесплатного анализа и составления рекомендаций по эффективному лечению на дому. Мать-перемать, ну что за трэш? Насколько нужно отчаяться, чтобы отправить почтой каким-то незнакомым криповым докторам свои последние волосы, которые в случае чего вряд ли вам вышлют обратно. А почему бы все анализы почтой не отправлять в таком случае? Лаборатория Антек. Присылайте нам свои волосы, и мы вас клонируем. Ваш искусственный близнец будет не только обладать пышной шевелюрой, но и в принципе будет во всех аспектах лучше, чем вы. Он заберет у вас семью, работу и оставит вас на обочине вашей никчемной лысой жизни. Трагично. В течение жизни с нами очень многое происходит. Мы сталкиваемся с неожиданными ситуациями. Порой кажется, что полосе неудач не будет конца. Вдруг заболевает близкий человек, начинаются проблемы в личной жизни, сложности с работой, бытом, потерей собственности. Часто удача как бы обходит нас стороной. О, черт, эта женщина знает, как надавить на больные точки и залезть поглубже в душу зрителю. Ладно, делаем ставки, что за лекарства или центр помощи тут могут рекламировать. Неудачный брак, фатальная ошибка в бизнесе, ребенок пошел по неверному пути. К счастью, в мире есть люди, а их очень немного, которые могут нам помочь. Я всегда много работал, но я чувствовал, что мне как-то не везет. Я не мог заработать столько, сколько хотел. В храме судьбы меня настроили на удачу. И теперь я зарабатываю больше, чем мечтал. Стоп. Что? Храм судьбы? В храме судьбы меня настроили на удачу. Что, прям как в Индиане Джонсе? Я поскользнулась и сломала ногу. Врачи сказали, что, скорее всего, я уже никогда не буду ходить. Дочка отвела меня в храм судьбы, целительницы Лидии. И через 5 сеансов кости срослись. Когда я пошла на рентген, врач просто не поверил своим глазам. Лидия также вылечила язву и остеохондроз. Слушайте, как-то очень плавно у нас прошел переход с рекламы Смекты к рекламе гребаной секты. И, как по мне, самое время остановиться. Вот такой легенький контентик получился, пока идет работа над более масштабными проектами. Спасибо за просмотр и не болейте. Низкий поклон.